Надеюсь, видно, слышно. С этого, как всегда, я начинаю. Так, у нас вопросы, остались еще вопросы. Мы зададим картам Таро вопросы. А потом немножко о своем магазинчике, как всегда, я скажу. Кто как не сам себя порекламируешь и о себе побеспокоишься. В общем, ну, в таком ключе. Так, ну, можем поговорить о новостях. Ну, вы пишите, что бы вы хотели обсудить. Так, я открываю вопросы, но сначала, да, о своем магазинчике вы можете подписаться на Etsy, eBay. Э, Подписывайтесь, ссылочки под этим стримом. Расскажу, как всегда, немножко о своих находках. Первое, вот такой браслетик. Привет, Валентина. Это у нас от Сваровски, кристаллы Сваровски. Вот такой браслет. Маловат. Ну, не знаю, какой размер. Можно, в принципе, померять. Если будет интерес, можете написать в личку. 7. Вот. Интересный браслет, он, естественно, винтажный. Есть у меня, он выставлен на eBay. Вообще нужно, конечно, найти. Очень много выставлять таких вещей винтажных. Ну, пока вот все делаю, времени особо не хватает. Так, дальше нашла вот такой браслетик. Он у меня и на Facebook, по-моему, есть. В eBay есть, и на eBay, и есть на Etsy. Вот такое. Tiffany. Маркировка. В принципе, очень долго изучала тему подлинности. В общем, все указывает. И вес, и маркировка, и вот наконечники эти, как расположена сеточка. В принципе, все соответствует подлинности. Ну, соответственно, нет документов никаких на него, потому что гарантировать подлинность 100% я не могу, несмотря на то, что как бы есть и маркировка, и поизучала, как бы подлинное нет, и проверили серебро, вот. В любом случае нет документов, 100% заявляют, что это прям вот подлинник, как бы нельзя, да, но маркировка есть, вот стоит клеймо, все как полагается. Тоже считаю хорошая находка. Дальше, потом забыла, как это, ну, есть на eBay. Блин, я забыла, как называется этот бренд. Армани. Да, вспомнила. Короче, здесь 2 магнита. Можно сделать покороче, можно сделать длиннее. Вот, в общем, вот так на защелках. Защелкивается, кстати, очень хорошо, несмотря на винтажность его. И это тоже говорит о подлинности, потому что вот если подделки, они плохо работают. Магнитики, потом есть клеймо одно, второе. Если рассмотреть под увеличительным стеклом, то, в принципе, клеймо, вот маркировка, да, они хорошо сделаны. То есть, ну как, не подберу это слово, ладно. То есть это не просто нарисовали, а лазерная обработка этого клейма. В общем, ну, скажем так. Вот. Вот такой браслетик. Дальше, что такого еще? Ну, в принципе, это такое более-менее, оно винтажное, конечно, но можно сказать и современное, да. Вот.
я не знаю, это бы раньше, ну, это, наверное, тоже 80-й год, может быть, вот так 90-й год. Кристаллы, это брошка. Сначала бренд тоже есть, вот, выставлена она у меня на eBay, это брошка с кристаллами, там и размеры, и описание, в общем, да, под этим товаром. Не буду сейчас об этом говорить, да, в принципе, не помню, что помню, то и говорю. В общем, как бы ценная вещь, пользуется спросом. Стоит тоже в продаже. Вот такая брошка. Классная, кстати, брошка. Сначала я ее выставила дешево, вот, потом погуглила еще рынок, и как бы даже то, что у меня стоит, в принципе, цена как бы такая проходная, но она стоит, естественно, дороже. Так, что еще? Винтажная вещичка вот такая, глаз такой. Еще, короче, она у меня выставлена, но выставлена сразу с учетом того, что, возможно, здесь бриллиантик. В принципе, пока еще не дойду до проверки, бриллиант или не бриллиант до этого. И потом, если окажется это не бриллиант, то, в принципе, цену поставлю меньше. Но, возможно, это бриллиант. Вот, металлические по краям шарики такие, тоже два камешка по краям. Ну, видите, такая форма глаза, оригинальная брошка. Но что в ней? В принципе, знаете как? Вот у меня кольцо с бриллиантами. И, в принципе, как бы, если посмотреть на свету, на грани и так далее, в принципе, похоже на бриллиант, да, но как бы нужно проверять, вот. Но если посмотреть на маркировку, вот здесь маркировка, очень много всяких клейм, и одно, и второе, и там, и третье, и четвертое, где-то 4 клейма, в общем, очень долго изучала по поводу этой брошки. Оказывается, эта брошка где-то приблизительно 1960 год, вот где-то в это время. Такой прям винтаж, и хорошо сохранилась. И Мексика. И, кстати, когда брала брошку показать ее вам сейчас, вспомнила о том, что сейчас у нас вышел фильм «Ребята в Мексике», да? И вот там городок, не помню точно, но она у меня выставлена, брошка на eBay, и там есть немножко истории, там, в принципе, под каждым изделием, которое я выгружаю, я его очень хорошо изучаю и пишу по нем какую-то историю, стараюсь, да, там, если это, ну, там, дорогая вещь, она с историей, я пишу, ну, например, что-то пишу о ней, да, чтобы любой, кто пожелает, может как бы взять эти данные и пойти еще дополнительно посмотреть какую-то информацию. Так вот, это Мексика, и серебро стоит 980 проба. Сейчас, сейчас в наше время делают 925, да, и 925 где-то, ну, если мне память не изменяет, лет 20 после этой брошки начали делать, да. А 980 проба, это вот прям родина Мексики, этой пробы серебра. Что хочу сказать, что это их стиль, в общем, тоже в это скажу. И здесь указана Мексика, буква М стоит. Они так, как правило, ставили клеймо. Также стоит город, буква Т, да, на Т называется этот город, который вот там делали такие броши. Очень интересная вещь. В общем, пока стоит дорого, пока не проверю, бриллиант там или не бриллиант. Потом, возможно, будет снижение. Так, это прям с винтажа показала вам, да. Потом, еще забыла такую вещичку показать вам. Вот,
Это очень много, в общем, мне попалось подиумного. Но, естественно, так как это аукционное все, в общем, оно все просто свалено в кучу, и много вещей, изделий просто испорчены, да, и их восстановить вообще, не зная, какая была модель этого изделия, да, что было, то есть невозможно. Вот такие сережечки мне попались, да, к сожалению, только две, Луи Виттон. Там еще у меня есть этот подвеска, ну, кулончик, да, без цепочки. Ну, когда буду выставлять, я их еще не выставила. На eBay их не будет, потому что eBay ругается на что-то такое, там, Луи Виттон, Шанель. Кстати, я не взяла сейчас Шанель, да, но, кстати, в Facebook есть Шанель. Я эти гвоздики туда засунула, в общем, в Facebook. eBay их забанил, в общем, да, eBay ругается на все такое. Даже когда изучала, в общем, по всему этому форумы, отзывы, в общем, что касаемо eBay, даже если есть документы, они, конечно, пишут, если у вас есть чеки, счет фактуры, там, документы и так далее, вы можете, ну, как бы, представить это на рассмотрение. Но в любом случае, даже если это предоставишь, они как бы, политика у них такая у eBay, что не создавать конкуренцию этим лейблам, скажем, да, и в любом случае, в общем, многие даже предоставив документы, добро им на размещение не дают. Так вот, Луи Виттон, вот такие две сережки. История какая их? Они идут, три сережки такие. Они совершенно разные. Здесь вот у нас LV, в общем, вот. Здесь клевер. На подлинность очень хорошо проверила. Я их выставлю. И здесь тоже есть маркировка. Потом поизучала, в общем, вот эту подвесочку, цепочку, да, вот между кубиками и самим вот этим, не помню, как правильно назвать. То есть, как они там, правильно ли крепятся, в общем, да. Ну, кристаллы как расположены, ровно или неровно. Очень много таких тонкостей. Естественно, опять же, хочу сказать, нет крепежечек их родных. Ну, поставлю другие. В общем, естественно, цена без коробочки, без крепежек будет дешевле. Но, в принципе, я их выставлю, да. Вот такие сережки тоже мне попались. Дальше, потом еще две вещички расскажу, и все. Это прям тоже винтаж-винтаж, вот такая коробочка, очень мне понравилась. Эта вещичка, тыковка, вот в родной коробке. Какой год? Ну, приблизительно где-то 60-80, 1980 год. А здесь вообще она просто новая, очень хорошо сохранилась. Это духи, здесь сухие духи. Открывается, естественно, вот открыто. Духи прям вот новые. Стоит тоже маркировка здесь. Они выставлены у меня на eBay, надо тоже на Etsy выставить. Вот такая тыковка, очень классная. Это, в общем, металл, но покрыт позолотой, очень толстым слоем позолоты. Вот, есть бренд, в общем, и если все почитать, изучить, книжечка вот такая есть к этому изделию. Нью-Йорк, Лондон, Париж. Совместное производство. Вот такая вещичка. Классная вещичка, в общем. Вот. Этот показала вам. Потом расскажу немножко о камеях. Я еще не выставила. Где-то взяла эти камеи. Вот. Так. Еще пару вещей вам. О камеях расскажу. Ну, в общем, все любят камеи, да, коллекционеры там покупают брошки с камеями.
И мне, естественно, они попались. Они везде попадаются, везде в аукционах, где бы то ни было. По застежке как бы видно, что вещь старая. Конечно, это где-то приблизительно 60-е года, 50-е, 60-е года, 80-е. Вот такая камея, и вот такая маленькая камея еще. Это музы, 3 музы. Это тоже там кто-то, не помню, изучала. В общем, в любом случае я это все изучаю, но не помню. Вот такая камея. И вот такая камея. Вот 4 у меня камеи. 2 я выставила уже. Вот такая мне попалась тоже камея. Она натуральная, видите, сделана. То есть это говорит, если открыт вот зад, и видно, она делается с ракушки. И, ну, нет, делаются они разные. Из пластика, из ракушки, из других каких-то материалов. Но это именно сделано с ракушки. Здесь маленькие жемчужины по краям. Я думаю, это все натуральное. Вот такая единственная проблема. Но ее можно носить как подвеску, можно починить, вот сделать как брошь. Возможно, я ее починю, и тогда она у меня сейчас стоит там одна цена, а когда я сделаю крепеж, и это будет там 5 раз дороже, в общем, вот так. Я ее выставила. В чем их отличие, сразу скажу, да, и по цене. Вот, например, попалась мне такая. Она вроде бы очень старая, даже по замку видно, что это 20-й год где-то, 1920 год по застежке. Но она какая-то, знаете, как пластик. И вроде бы я ее еще не пойму, с чего она. То есть я особо в них еще не разбираюсь, как бы, и не могу точно сказать, с чего она сделана. И поэтому я ее выставила дешево, не знаю даже, да. Вроде бы как бы это возраст. В то же время этот материал непонятно, да. Такой, знаете, как у картин раньше было. Возможно, она стоит больших денег, не знаю. Просто нужно поизучать, в общем, хорошо. Вот так, да. Вот эти 2, это в позолоте, но маркировок никаких нет, поэтому, естественно, это позолота, это понятно. Ну, какой-то не золотая, но я думаю, тоже она винтажная, возраст, судя по креплению, по застежке, она, в общем, как бы есть у нее возраст. Это более уже, ну, как бы, я не знаю, какой год, может быть, 60-й, 80-й год, посовременнее эти музы, да, тоже много, если посмотреть в интернете, много этих муз разных, да, разная огранка, более поздний, более ранний период, но вот именно такой вот, это камея, брошь, подвеска, она, можно ее носить как подвеску, видите, можно как брошь, в общем, да, только странно, как брошь, вот так, наверное, брошь, подвеска. Тоже пока не могу определиться в цене, с чего она сделана. В общем, в то, что она с ракушки сделана, я сомневаюсь. Нет, может быть, сами музы, хотя сомневаюсь. Наверное, какой-то сплав. Вот. Это нет. А вот этот может быть какой-то сплав, а это может быть с ракушки все-таки сделано. Вот это маленькая. То есть нужно очень хорошо изучать, разбираться, потом, естественно, выставлять цену. Ну, если не попало в цену, дешевле, забрали, пусть носит с удовольствием. Ну, вот что касаемо этой, вот выставила, ну, не знаю, да, с чего она сделана, в общем, и так далее. Это по поводу камей. Потом уже продала вот эти четки. Хочу вам показать. Вот мне попалось очень много чего-то таких. И медальончики там уже выставила один. И еще есть такие вещички. Ну, какие-то я пропускаю. Просто что-то мне не хочется их выставлять.
Не то, что я оставляю себе, просто не знаю, как с ними быть. Вот такие, такой розарий мне попался. Вот, вот видите. Но я его уже продала. Сомневалась долго, выставлять дорого. В общем, если это лунный камень, вот это понятно, вот где розочки, это розарий. И называется это розарий. Вот это, где, вот видите, там розочки, видно вам или нет, это розарий. Вот, видно розочки. Вот. Сначала я вообще думала, что это розочки, когда она ко мне попала, этот розарий, я думала, это розочки, вот это. А это вот просто розочки уже типа облезли, понимаете, да? Но когда начала изучать, оказывается, в общем, это реальный розарий. И если окажется, что это лунный камень, в общем, то, в принципе, цена ему в 10 раз дороже, чем я его продала, да? Но я как бы очень долго сомневалась, ставить ли такую цену дорогую, да, или не ставить. В общем, и поставила дешево. И думаю, пусть люди носят, в общем, да, и наслаждаются этим. Вот такой розарий. Вот просто поделилась с вами этим, да, ну, я его уже продала, уже купили, я его завтра отправлю. Вот. Вот такие дела. Теперь вот, в общем, немножко вам рассказала о магазинчике, поэтому подписывайтесь на eBay, на Etsy, следите за новинками, еще очень много буду выгружать, что-то единичное, что-то, какие-то лоты там, если вы посмотрите на eBay, увидите, какие лоты я продаю там, ну, различные бижутерии, просто как бы вот на свой взгляд, да, их как-то там скомпоновала, выгрузила, и, в общем, покупайте и пользуйтесь. Так, дальше вернусь к нашим BTS. Так, кто? Я быстро так. Валентина, Людмила, Татьяна, Ирина. Привет, привет, привет. Напишите, как у вас дела. Да, кстати, я надела эти браслетики. Короче, вот такие. Это серебряная цепочка. Вот такая весит. Граммы есть там. В общем, она нелегкая, серебро. Сейчас очень модно такие большие звенья. В общем, это актуальная тема. Немножко по звеньям поменьше, но с камешками. Винтажная вещичка, где-то тоже, вот видите, как сделано, приблизительно тоже лет 50 назад сделано. Хорошо сохранилось, кстати. Есть клеймо. Это монет. Вот, прямо здесь написано тоже, маркировка стоит, и их, в общем, как-то их называют. Кстати, очень много браслетиков таких вот интересных есть, да, подписывайтесь, в общем, да, вот я одела их сегодня, вот, они мне нравятся, но они у меня также стоят в продаже. Вот, возвращаемся к нашим парням. Напишите, слышно, там звук не пропал. Марина, привет, привет. Каждый раз буду выходить, буду рассказывать о своем магазинчике. Никуда не деться, в общем, жить-то надо как-то. Но это хорошо, когда люди чем-то занимаются, а не просто сидят, в общем, да. Это же понятно, да? Вот, подписывайтесь на телегу, в телеге очень много интересного, постоянно Татьяна следит за новостями, размещает различные там посты, видео, короткие шорты, где-то короткое описание, где-то подлиннее, в общем, ее взгляд. Также есть чатик, в общем, также есть еще телега. Бусти, естественно, выгружается все с какой-то периодичностью, не то, что там
как мне там написали, вот у вас в телеге там затишье, да, ну, если я выгружаю 2-3 поста в телегу в неделю, я считаю, это нормально. У нас есть с утра до вечера просто еще одна телега, где выгружают очень много различной информации. Поэтому как бы от зависимости от контента и о чем мы реально говорим, понятное дело, и степень этого размещения. Также есть ВК, я вижу, там подписчики растут, спасибо за донаты, девочки присылают, спасибо вам за поддержку, в общем, да. Мы в прошлый раз остановились, на чем мы остановились, вопрос был, почему Чонгук называют Тэхёна Вихён, даже не Тэхён, а Вихён, а вот Чимина Чонгук зовет просто Чимин, без Хён, почему такая разница в обращении, не помню, какие карты доставали, можете напомнить, если вы помните, как Тэхён относится к тому, что его Чонгук зовет Вихён. Мы доставали, вот, это, в общем, прилетели вопросы после лайфа, их совместного лайфа, да. Дальше берем карты, возьмем карты, картишки. Так, у нас вообще жарище. Вчера было 35-36 в тени. Представьте, а на солнце это вообще даже не передать сколько. Привет, Айша. Спасибо за поддержку, Айша. Вы супер, и все девочки супер, кто здесь пришел. Добрый вечер, Айша. Так вот, жарище, просто ужасное жарище. Я, естественно, вчера бы могла прийти, но просто помираем от жары, честно. У нас даже я повстречала такое что-то где-то в интернете, ну просто листаешь там, да, Google новости там или еще чего-то, и в общем пишут, купите это срочно. В Англии жара, купите это срочно, там что-то. Или, например, акции продаем на 50% дешевле, потому что в Англии жара. Или там еще по поводу чего-то. В общем, актуальная тема, много по поводу погоды и разговоров. Сегодня тоже солнце светит ярко, но немножко прохладнее, где-то на градусов 7, это чувствуется. Ветерочек такой прохладненький, и это уже хорошо. Завтра опять жара. Ну, будет это жарче, чем сегодня. Насколько, не знаю, но вот то, что дует ветерочек, это супер хорошо, в общем. И вопросы дальше, что касаемо Тэхёна, Чонгука. Как Тэхён относится к тому, что Чонгук называет Чимина просто Чимин? Мы тоже доставали на это карты, да. Напомните, Айша, у нас уже 2 дня идут дожди. Понятно? Вот кого-то заливает, а кого-то тут, в общем, прям выжаривает. Так, как Тэхён? Ну, давайте еще раз достанем. Я не помню, там какие карты. Ну, начнем с этого, да? Как Тэхён? Доставали, там вышла такое, тройка чаш, помню, да, вышла. Хорошая карта. Нормального, ну, по-моему, такая карта. Так, зачем Чимин на сегодняшнем лайфе подчеркнул, что Чонгук его зовет просто Чимин? Зачем Чимин на сегодняшнем лайфе подчеркнул, что Чонгук его зовет просто Чимин, без приставки Хён? Это он сделал специально для своего фандома Чигукерш. Ну, скажем, с того времени, когда прилетели эти вопросы, очень, ну, произошли некоторые вещи. Ну, например, ребята, в общем, победили, да, не называю этих слов, в общем, я их не выговариваю, ну, в общем, напишите, как называются эти награды. В общем, ребята сейчас побывали на награждении и, в общем, забрали 3 приза, вот так.
И еще был такой момент, да, и все об этом очень сильно говорили, что был закадровый фильм, и опять очень много там почему-то, в общем, именно на моментах взаимодействия Тэхёна и Чонгука опять обрывки какие-то обрезают, да, и опять как бы, в общем, все задаются вопросом, почему опять это делается, да? Вроде бы как бы сами ребята выгружают, да, что и Чонгук там, что касаемо Тэхёна, прям так он активничает, выгружает, да, какие-то посты, ну, там, видео и так далее, то, в принципе, ну, как бы сами ребята активно что-то делают в отношении взаимоотношений. И тут тебе компания, в общем, опять же, да, специально это подогревают интерес к этому или чего, что происходит. Наверное, вы в курсе, что этого очень много было, да, это обсуждались. Вот, а мы вернемся, как Тэхён, ой, зачем Чимин, в общем, подчеркнул, что Чонгук его зовет просто Чимин. Вот. Для чигукерш, ну, я в тему обрезок, да, что обрезают сейчас опять. Как Чонгук называет Тэхёна, когда они остаются вдвоем, называет ли он его ласково или также официально Вэхён? Ну, вот на первое у нас вышла карта, карта трансформации вышла. Зачем Чимин подчеркнул? Ну, карта может говорить, что он прав по трансформации. Трансформация, карта может говорить, это реально карта каких-то перемен. И что касаемо, возможно, взаимоотношений Чонгука и Чимина, произошли какие-то перемены, да. И я не буду здесь строить каких-то предположений, вы можете посмотреть эту карту в интернете. Эта карта может, ну, в принципе, карта перемен, особенно если как бы вот на персональную какую-то область, именно на их взаимоотношения на публике, эта карта может намекать о какой-то специальной работе, да, акцент, определенный акцент на изменение в работе и общении. И, возможно, да, какие-то произошли у них перемены в взаимоотношениях, и это, например, подчеркивается, да. Это однозначно смена чего-то прежнего, это улучшение чего-то по этой карте, как правило, происходит. Да, вот. Карта подтверждает трансформация, что зачем он подчеркнул, что вот как бы есть какие-то изменения в взаимоотношениях и в лучшую сторону. То есть, возможно, они ранее менее как-то общались и более натянуто, поэтому это самое. А сейчас у них как бы стали более такие теплые, дружеские взаимоотношения. Ну вот карта может говорить об этом. Эту карту я достала на... Как Чонгук называет Тэхёна, я еще ее не видела. Как Чонгук называет Тэхёна, когда они остаются вдвоем, называет ли он его ласково или также официально Вэхён. Карта вышла двойка чаш. Вообще карта просто супер. Естественно, он его так не называет по этой карте. Карта двойка чаш. Вы можете о ней почитать. Карта просто суперская на взаимоотношения. Я сразу вспомнила, я бывает вспоминаю такие моменты яркие с раскладов, которые я там делала на протяжении очень длительного времени. И я помню, мы не знали, что они там совместно были на Чеджу, да, была такая... На протяжении нескольких длительных месяцев мы много это обсуждали, много говорили об этом, делали расклады, и потом подтвердилось, что ребята были совместно на Чеджу. И на вопрос, были ли Вигу на Чеджу совместно, да, или нет, я помню, тогда вышла карта двойка чаш, там двойка жезлов, эти расклады, они есть, на Бусти их можно посмотреть. И двойка чаш замечательная
карта. Вопрос, как Чонгук называет Тэхиона, ласково, естественно, не официально, в общем, да. Даже здесь на картинке две девушки, они очень хорошо общаются. Видно по их общению такое приятная беседа, расположение друг к другу, да, очень хорошее. Это карта совместного чего-то, достичь каких-то результатов в чем-то бы ни было, да, но у нас на вопрос ласково, в общем, двойка чаш, ласково, еще и как ласково, в общем, да. Вот. Выгодные, выгодно, все выгодно, да, если на партнерство, в общем, вот такие. Вот такая карта. Так, просто супер карта. Дальше, что мы еще там посмотрим? Как сейчас дела у Вигу? Все ли хорошо? Ну, после того, как прилетел этот вопрос, я уже несколько раз доставала в телеге, там, да, как у них дела. И вот последний раз там доставала карты. Тоже, кстати, очень хорошие карты выходили. Конечно, вот я доставала эти карты прям буквально перед награждением, да, и совместном их выходе. И когда эти карты я посмотрела, я, конечно, их в быт прочитала, как бы все-таки карта дня здесь и сейчас. Но если посмотреть буквально, вот что у них там происходило на уровне коллектива, там, может быть, девятка чаш говорить о коллективе, то, в принципе, я считаю, карты их энергетику вообще очень считали. Там еще, знаете, вот как они там руки, там, да, пальцы там положили, да, там руки ложат, там рука на руку и так далее. Вот эта карта, она прям четко их там считала. И, в принципе, понимаете, вот как карты считывают энергетику, да, такие карты вышли. Это можно посмотреть, там описание, карты какие, это в телеге. Ну, в любом случае, время уже прошло, и мы достанем, как сейчас дела у Вигу. Как сейчас дела у Вигу, все ли хорошо у них. Перед концертами в Стэнфорде у BTS был небольшой перерыв. В это время Вигу вместе куда-нибудь выходили, время проводили вместе вдвоем. Мы, конечно, видели очень много какого-то контента за этот промежуток времени. Мы видели, что Тэхион где-то отдыхал, мы видели, что они совместно играли. Как-то игра называется, да, это не теннис. Не могу вспомнить, как игра, напишите. Вот, как сейчас дела у Вигу? Сегодня у нас, вот какое число, там, гляну, какое число, 27 мая мы смотрим. Как дела сейчас у Вигу, у Тэхиона и Чонгука. Вот такая карта вышла, восьмерка чаш. Карта может говорить, знаете, о чем? Вообще карта очень тесно связана с поездками какими-то, зачастую так проигрывается. Эта карта однозначно перемен каких-то, и перемены эти, как правило, они, ну, по этой карте зачастую происходят за какими-то внешними обстоятельствами эти перемены. С одной стороны, многие тарологи могут говорить о том, что это человек сам что-то меняет у себя в жизни и так далее. Но по опыту я хочу сказать, что эта карта зачастую проигрывается именно, что, например, вот человек, и на него воздействие каких-то внешних факторов, ну, например, там может быть руководство, перемещение какое-то, как зачастую, да, в тему, что, например, сказали, да, вот выезжайте туда-то, да, или там вы должны быть там-то. То есть это, как правило, согласованность какая-то с кем-то, и под воздействием этого, если в этой карте вынуждена, как правило, нет. Поэтому многие тарологи говорят, что человек сам что-то изменил у себя и пошел к чему-то другому, как, ну, к более лучшему, там, улучшенному. Но это зачастую происходит из-за каких-то внешних факторов.
Вот, понятно, что это у них какие-то изменения, но зачастую из-за внешних факторов. Так вот, эта карта, она говорит о настоящем моменте и что у них какие-то перемещения могут быть в локации, в общении, в общем. Вот на данный момент, я сейчас достала карту, вот эта карта может об этом говорить, да. Может карта говорить о том, что если они, к примеру, в данный момент сейчас вдвоем, давайте глянем, здесь карты шут вышла, я же на них двоих, и дама жезла. Вообще-то вышло два персонажа, и как бы энергетика двоих, да, два персонажа. Если я сказала, они сейчас вдвоем, и намекают, что две энергетики есть, да, водная, кстати, и огненные стихии, в общем, жезлы и не водная, это воздушная и огненная, да, хотела тут сумничать, водная, тут огонь, вода, ну, две разные стихии, в общем, и они сейчас вместе, то, может, карта говорит, что вдвоем перемещение, да, вот, если все-таки энергетика вышла, что у одного кого-то какое-то перемещение может быть, да, с чем-то, с новым, с проектом каким-то может быть, да, если мы возьмем там один все-таки у нас кто-то либо Тэхён, либо Чонгук и его энергетика, то в принципе сейчас вот куда-то поехал, какие-то перемены, в общем, и так далее. Может быть и с проектами какими-то, с новыми, да, ну вот вышло такое что-то, начальный какой-то проект, да, вот две карты об этом говорят. Вообще все три карты затрагивают эту тему нового какого-то проекта. Возможно, у них какие-то еще новые договоренности, что касаемо рекламы или еще чего-то. Не знаю. Я вообще сейчас новости, если честно, настолько загруженность большая, поэтому особо по интернету не гуляю. Это могу зайти там на 15-20 минут, и когда я захожу, я могу что-то выгрузить там на YouTube, да, кинуть в сообщество, и если видно, что что-то выкинула, я там какой-то шортик и так далее, знаете, что я как раз зашла в интернет. Но в основном читаю то, что размещает Татьяна, в телегу захожу, там поздороваться с девочками, посмотреть, это точно я захожу, там 2 раза в день, но чисто, в общем, почитать то, что размещает Татьяна. Спасибо ей огромное за это, спасибо ей за поддержку, в общем, вот так. Дальше. Перед концертами в Стэнфорде у BTS был небольшой перерыв. В это время Викбу вместе куда-нибудь выходили, время проводили вместе вдвоем. Вот такая карта. Карта отшельник очень мало говорит об этом карта. В основном действие в одиночку, да, вот эта карта намекает. Это может быть здесь двойка жезлов, это карта направлений каких-то, да, вот. И 7 пентаклей. Вот видите, каждый занимался согласно своего графика. Что касаемо, если у них появлялась какая-то свободная минута, начнем что с отшельника, то каждый, в принципе, занимался тем, ну, как бы это. Но мы-то, я так думаю, этот вопрос больше к тому, был ли у них тет-а-тет, там, ресторанчик, туда-сюда, там, это... напряженная ситуация. Обычно нет. Больше все по делам карты вышли, да. Ну, вот такая энергетика вышла. Вот. Как есть. Я вам сказала, как есть, да. Но я потом что-то возьму. Ну, например, поэтому могу еще более... Я же сейчас быстро особо не вникаю в сочетание карт, в общем. Потом могу посмотреть, еще есть, ну, написать, да, там, о их совместном времяпровождении. Ну, тут, в принципе, что тут? Как ты восстанавливаешь концентрацию, когда чувствуешь себя растерянным? Чонгук, я стараюсь не зациклиться на том, почему я чувствую себя растерянным. Я очищаю свой разум, занимаюсь другими делами. В последнее время я также обсуждаю свои переживания с окружающими или с участниками группы. Раньше у меня это плохо получалось. Вот, кстати, да, и вот карта вышла трансформация. Видите? То есть реально как бы произошли изменения, возможно, вот
вот в их даже общении. Недаром эта карта вышла. К какому участнику ты чаще всего обращаешься за советом? Чунгук, во-первых, к нашему лидеру Намджуну или к Чимину? Ну, я хочу сказать по этому, в принципе, там много спорных вопросов, что касаемо, что на самом деле сказал Чунгук, какой был перевод в этом видео, да, что там написали. Это можно делать, независимо от того, что они там говорят, а субтитры можно поставить какие хочешь. В общем, и в этом есть логика, поэтому как бы насколько я в курсе, что в принципе он сказал реально о Намджуне. Ну, видео, видно, немножко откорректировали. Ну, если даже сказал Чимин, в принципе, пусть так будет. Значит, за советом Чунгук идет к Чимину и Намджуну. Вопрос, а Тэхён для Чунгука кто, если он постоянно публично выделяет Чимина? Значит, за советом Чунгук идет к Чимину и Намджуну. Так, давайте, совет Чунгук к Намджуну, к Чимину, да? Вот. К Намджуну. Карта вышла «Справедливость». Это карта, вот прямо здесь написано, урегулирование вопроса, это уж точно за советом. Если что-то как бы, да, даже не только совет, а прям спросить разрешение, если надо на что-то, да, вот видели. К Чимину шут. Ну, здесь больше, знаете, вот карта вышла реального общения. Привет, привет, Ирина. В общем, дружеское общение, да, и если там, допустим, даже Чимин что-то говорит в тему чего-то, вот, это общение, да. Но вот если совет, здесь нет совета, поверьте мне, шут. Но если взять справедливость, это уж точно, да, и совет, и спросить разрешение, и все, в общем, да. Так, значит, что за советом Тэхён для Чунгука кто, если он постоянно публично выделяет Чимин? Кто Тэхён для Чунгука вообще? Десятка мечей вышла карта. В общем, болезненная тема, скажем, да. Почему могла такая выйти карта? Ну, например, выйти из какой-то ситуации, может быть, в эту тему, да. Это карта вообще, она связана с какими-то словами и с тем, что ты говоришь, да. И, возможно, да, не исключено, даже независимо от того, что как вот Вигукер и мы говорили о том, что там субтитры заменены, он это говорил, не говорил, возможно, он сказал это, да. Эта карта, она может связана быть с каким-то, ну, не то что обманом, ну, может быть, с обманом, с ложью связано, неискренностью какой-то, да, это разговоры, выйти из какая-то, ну, например, какие-то слова или по этой карте мысли или действия могут выйти из какой-то сложной ситуации. Возможно, нужно было, если что касаемо Чимина, это сказать. А на самом деле, да, давайте. Так, вот. А на самом деле, опять шестерка мечей. Это мы спрашиваем, Тэхён постоянно, так, Чунгук идет к Чимину. Вопрос, а Тэхён для Чунгука кто, если он постоянно... Ну, в этих картах, например, в шестерке мечей, это вообще реальная лодка для двоих, в общем, да. Карта очень тесно связана с переменами. В этих двух картах, несмотря на то, что они мечевые, десятка мечей, шестерка мечей, есть и, в общем, советы, естественно. Но, как бы, знаете, вот шестерка мечей – это уж точно какие-то советы, карта направлений может быть в ней, да, в улучшение, ну, чего-либо, не будем углубляться в это, да. Явно уж карты намекают на то, что
Тэхион больше для него, как, знаете, наводящий какой-то по жизни, да. Не то, что это прям... В шестерке мечей есть, конечно, дать советы и так далее, очень много всего такого. Вот, это однозначно, ну, как бы, вот знаете, есть путь какой-то у человека, да, и, например, направлять его по жизни куда-то, в общем, да, ну, не куда-то, а правильно, да, в какую-то струю, да, к примеру. Ну, достану еще карту. Потому что я так думаю, что это для всех очень болезненная тема, пашчаш. Три карты надо еще как бы дополнительно проанализировать. Ну, я закрою пажом чаш. Несмотря на то, что напряженные все-таки у них взаимоотношения. Паш чаш, закрываю этот расклад, в общем. Эти три карты, это карта чувств, это друг для друга, как служат вдохновением, понимаете? Вот карта однозначно партнерства, это партнерство, взаимоотношения, отношения, помощь друг другу, в общем, да, в чем то ни было, и в делах, и по деньгам, и, в общем, любые потребности человека, в общем, да. Это очень позитивная карта, да, и вот я закрою все эти, в общем, непонятки, и у нас вот паш-чаш. Вот, кто друг, в общем, партнер, и много-много плюсиков к этому. Вот, ну, например, смотрите, есть, вот смотрите, как здесь мне пришло. Вот если мы возьмем Чимина и Тэхиона, и я вот замечаю, много такого замечаю, что, например, они могут стесняться как-то друг друга, особенно вот последнее что-то было, да, и даже Татьяна на это обращала внимание, да, и мы как бы затрагивали эту тему тоже, обсуждали это, что есть такая, знаете, какая-то, ну вот, неловкость, стеснение какое-то. То есть, например, ну как бывает, вот, знаете, у людей, да, ну не буду тоже развивать, ну вы меня поймете, тот, кто в взаимоотношениях, вы поймете, да. Так, и, допустим, вот замечали, да, что может быть какая-то скованность, наверное, да, или, например, закрытость какая-то, вот если что касаемо на публику, может быть, да, особенно при ком-то. Кстати, хочу поделиться, было такое видео, тоже какие-то закадровые видео, закадры там какие-то, да, где, допустим, там Чимин, ему делают макияж, там следующий Тэхион, а Тэхион говорит Чингуку: ты за мной присоединяйся, там, и Чингук присоединился, и массаж делал Тэхиону, да. И я обратила внимание на девушек, и у меня просто не было времени, нет времени, но мне так хотелось проанализировать девушек, их внимание на ребят, вот именно этих девушек. Вот мне хотелось понять, почему они так, когда происходила эта сцена, Чингук начал делать массаж Тэхиону, да, почему такое внимание со стороны девушек, ну кто они там, стилисты, визажисты или так далее, да, вот очень хотелось разобрать эту сцену, эту тему, да, возможно, я дойду к этому и разберу, но вы можете свое мнение написать в комментариях. Всем я первый раз пишу, и мне очень нравится. Так, дальше, чем мы там еще, в общем,
Во-первых, в шестерке мечей, в десятке мечей могут быть советы, да, и здесь, знаете, если по справедливости официально что-то, общение там намджуна, что касаемо советов, да, каких-то и так далее, с Чимином я сказала, там, шут, то с Тахионом это более на таком, да, точно, вот десятка мечей, шестерка мечей, потом паш чаш, это прям тема, знаете, очень глубоких таких взаимоотношений и такого глубокого общения на таком, знаете, уровне, прям, знаете, глобальные какие-то темы и советы, прям жизненные такие, вот прям, знаете, с какими-то привычками, с таким наболевшим, что в жизни там у парней происходит и так далее, и так далее. Вот какие карты, такие прям, знаете, очень глубокие вышли вот именно на взаимоотношения. И кто для Чингука Тэхион такие видели карты, какие тяжеловатые такие вышли, они не говорят, что у них сложные взаимоотношения, они больше затрагивают их такое внутреннее состояние. И, например, ну мы же в тему там советов, да, вот прям решать такое, знаете, что прям такого касается очень личного, да, и потом у нас этот чаш эту тему закрыл, это прям вот реально подтверждается. Как Тэхион реагирует на то, что Чингук постоянно публично выделяет Чимина, а Тэхиона никак? Как Тэхион реагирует? Мы вокруг этого, окей. Как Тэхион реагирует на то, что Чунгук постоянно публично выделяет Чимина, а Тэхиона никогда? Ну, мы же там доставали карты, ну ладно. Но он по-другому немножко вопрос сформулирован, да? Как Тэхион реагирует на то, что Чунгук постоянно публично выделяет Чимин? Девятка жезлов. И, кстати, там тоже выходила такая карта, реакция, а потом я на нее, на ту карту достала еще карту, да? В общем, это как бы карта, здесь прям написано отстаивание своих интересов. То есть как он относится, в общем, да? Он нормально относится, девятка жезлов. Если это касается, в общем, общего чего-то, каких-то общих вопросов, рабочих моментов и так далее, и так далее. Но что касается личного, да, это прям четко защита своих интересов. Вот. И понимаете, да? То есть, если для Тэхиона важно общение, в общем, как Тэхион реагирует, да, важно общение, ну, важно общение, важен Чунгук для него, то он, в принципе, это как-то может быть с ревностью связано, да? Девятка жезлов. Но в этой карте всегда, несмотря на суждение, отстоять свои позиции, заявить права на свое. И сразу вспомнила, я сегодня выгрузила утром шортик такой коротенький на YouTube, да, это вот там во время, после награждения, да, они там давали интервью, был у них лайв, и как, в общем, Тэхион там по-свойски, в общем, поглаживал коленку Чунгука, в общем. Да, вот карта об этом. Ну и, в принципе, как бы на этом все, ребят. Я не закончила, конечно, у меня еще потом там есть вопросы, но, надеюсь, может быть, завтра, послезавтра приду, в общем, в ближайшие дни приду. Может, что-то в группу выгружу, там, в телегу, да. Вот, я не забываю о вас, помню, ну, у меня тоже куча дел, в общем. Так, что это тут за машина постоянно крутится туда-сюда? В общем, вот так. Напишите, если у вас какие-то вопросы. Ирина Глущенко, привет, привет. И Кук навсегда, вот, девочки. Просто минутки две попью водички. У нас сейчас ланч. Если кто может, подпишитесь на магазинчик. Кстати, в этом браслетике тут несколько камней. И, например, я так думаю, вот это цитринчик, вот.
такой желтенький. А, Подпишитесь обязательно и, в общем, смотрите, что я буду выгружать на eBay, Etsy, какие вещички мне попадаются. Так. Вы не представляете, сколько времени тратится на изучение вот этих всех вещей, конечно. И, естественно, конечно, я только начала этим заниматься, опыта у меня нет. И, например, когда даже вещи, ну вот эти изделия, например, да, ювелирка, там, украшения, и вот, например, я их там разобрала вроде бы, да, там посмотрела все. Потом через какое-то время смотрю, оказывается, я то не заметила там, или это не заметила. Еще можно их еще несколько раз пересматривать, да, и может даже клеймо не заметить. Многое такое, например, вот цепочку, да, ну там цепочка, и, ну, я сделала такой кулончик там и выгрузила его, да, там хороший вес, подвески, в общем, серебро и золотая цепочка, и я, представьте, это не заметила, даже не обращала внимания на это, а потом просто случайно вижу, увидела там маркировку или еще чего-то, много такого чего-то даже просто не обращаешь сначала внимания на что-то, а потом видишь, да, это не, как бы вот есть, да. Очень много сережек таких от Шанель, к примеру, по одной сережке. Две одинаковые сережки попались от Шанель, да, я их выгружу куда-то. Две пары, а остальные по одной, в общем, да, просто потеряшки. Возможно, у кого-то тоже есть такие потеряшки, и, возможно, стоит даже выгрузить это. И меня уже зовут, в общем. Все бабушки на диванах возбудились. Щимин сам Лиза Чингуку, хватит всех скрещивать. К чему? Комментарий. Ой. Знаете, я вот, например... кстати, по поводу мы с Татьяной сегодня обсуждали, и такое было, в общем, у Чингука забанили... давайте, блин, карту достану. Так, просто карту достану на это. Какую-нибудь другую возьму. Так, инста у Чингука. Сейчас найду это. Инстаграм. Меня просили достать карту. Сейчас быстро достану и ухожу. Так, чтобы не доставать потом в группу. Так, что происходит? Чингук разместил историю, чтобы пояснить, что случилось с его аккаунтом в Инстаграме, да? Такой вопросик, в общем, куда пропал Инстаграм, да, Чингука? Так, вопрос Чингука, Инстаграм. Четверка кубков, видите, такой сидит, в общем, что делать, блин. Самое время что-то разместить, в общем, да. Сидит такой, слушает музыку, блин. Весь народ ушел, потому что выгрузить, в общем, нечего. Сидит, ждет. Вообще карта ожидания, да. Карта помощи еще, четверка чаш. И это однозначно ему помогут его восстановить, этот аккаунт. Ну, вот такая карта вышла. Блин, офигеть. Да, так восстановят ему аккаунт. Вот он вопрос, да. Проблема, что делать, да? Вот, восстановят? Да, восстановят. Колесо фортуны, восстановят аккаунт. Будет работать, заработает опять, видите? Опять закрутится колесо. Вот.
Вот так. Так я хочу сказать, вот, например, в тему того, комментарий сейчас написали, да? А, мы разговаривали с Татьяной и говорили о том, что представьте, сколько недоброжелателей вообще, да, вот по какой причине могут заблокировать. Так как я кручусь в этом очень давно уже, не знаю, лет 6. Вот, я хочу сказать, что очень сильно реагируют какие-либо платформы на, на каких-нибудь доброжелателей, да, которые там пишут, в общем, все, строчат, вот именно а, диванные спецы. Я хочу сказать, например, займитесь чем-нибудь, в общем, да полным-полно, чем можно заняться. И вообще любите группу BTS. Вы только представьте, через что они прошли. И если посмотришь на их начало, потом далее вот этот, который перерыв у них был сейчас. Я когда смотрела их награждение, у меня просто вот такая улыбка была от одного уха к другому, в общем, да. Я за них так радуюсь всегда. Для меня они как, для меня они вдохновение реально. Я слушаю их песни, я смотрю, в общем, да, что у них там происходит. Я всегда радуюсь им, каким-либо новостям, что у них происходит, да. И особенно, ну, например, когда смотришь их какие-то рекламы, да, там, например, как они общаются между друг другом и так далее. И так радуюсь за них. Почему вы такие, в общем, такой негатив в сторону их, да, от вас? В общем, я так думаю, у вас в жизни что-то не в порядке, да. Как бы придите в гармонию, придите к гармонии в своей жизни, да. Если у вас что-то гложет, или у вас какие-то, в общем, ну как, что-то не ладится в жизни, займитесь чем-нибудь, в общем, да, не несите негатив. И вот я хочу сказать, мы обсуждали вот эту ситуацию. Понятное дело, его могли забанить Инстаграм на какие-то жалобы, на то, что, допустим, он может разместить что-то, там, музыку какую-то, или, например, запрещенный какой-то контент, или, допустим, мог перезалить что-то такое, что, допустим, где-то у кого-то есть, и у кого-то авторские права на это, да. Ну, может быть, все, что хочешь. И я думаю, вот карты вышли очень хорошие, и я думаю, ему восстановят, колесо фортуны вышло. Вот. Я сразу вспомнила по этой ситуации историю с Kia, когда у нее тоже забанили инсту, ее аккаунт. И она такая сказала: окей, забанили, будет и ей так не восстановили, но она открыла другие, как бы, да, другой аккаунт, и у нее еще больше сейчас, там, 2-3 раза подписчиков, я смотрю, нежели там было там 3 года назад или сколько. Вот. Понимаете, если ее контент пользуется спросом, и есть у нее реально те, кто ее поддерживает, и ее контент другим интересен, ее всегда будут поддерживать, к ней подпишутся и так далее. И несмотря на то, что вот колесо фортуны в негативе может говорить, что, понимаете, как колесо фортуны, это колесо, да, оно может быть так вперед, перезапустится все, и, в общем, восстановит аккаунт. В негативе может колесо фортуны говорить о том, что стоит на месте и как бы непонятная ситуация. И совсем, это как бы такой, какой негатив? Ну, например, если пока пауза какая-то, еще там 4 чаш, видели там пауза, да, но колесо фортуны в негативе, оно может быть какая-то цикличности, повторяющаяся какая-то ситуация, которая была уже раньше, и у него раньше был Инстаграм, потом его нет, и он открыл новый. Вот понимаете, это в тему. Еще колесо фортуны может говорить отбросить
назад по каким-либо вопросам, то, что, допустим, не решается или нужно что-то исправить и потом перезапустить, это пойдет дальше. То есть карта такая, она, понимаете, сколько у карт значения. И чтобы вот четко сказать, как бы ситуация сейчас у него ожидания, да, ну, в положительном колесо фортуны она говорит, что у него будет Инстаграм, да, независимо от того, что восстановят ему или он новый откроет, но Инстаграм в любом случае у него будет. Это точно по колесу фортуны. Ну, в карте очень много таких значений, поэтому расклады, они делаются, естественно, когда я достаю там карты, они на да, нет. Для того, чтобы более глубоко понять какую-либо ситуацию, да, и рассмотреть варианты, что касаемо будущего, и достать еще дополнительно карты, тогда будет ситуация более понятна, да, и можно прийти к какому-то конкретному ответу, да. Но пока вот ситуация такая. Вот я вам объяснила. Ладно, спасибо вам за поддержку, спасибо, что пришли. Вы просто супер, молодцы. Пишите вопросы, что вас интересует. И, в общем, до встречи, до следующей встречи. Всех люблю и всем пока. У меня Инстаграм Чингука заработал. Вот Айша пишет, да? Вот, видели? Супер. Всех люблю и всем пока.